Продолжая рубрику Strong обзоров на атлетов, я в очередной раз думал, о ком бы мне сделать новый сюжет, и одновременно листал YouTube в поисках чего-то необычного. И тут я наткнулся на это видео, где мускулистый парень делает крутые и необычные вариации выходов. Кроме того, как оказалось, его зовут Руслан Саибов, и он из Украины. Я захотел побольше узнать о нем и решил связаться с ним напрямую, чтобы узнать о его жизни и, как выяснилось при разговоре, о его невероятном взлете и становлении в калистенике до уровня профессионального и топового атлета более подробно. Атлет уже успел завоевать достаточную популярность, особенно за рубежом. Его инстаграм насчитывает порядка 60 тысяч подписчиков. Также совсем недавно он начал развивать свой YouTube канал. Правда, на английском языке, но на видео есть русские субтитры, так что кому нужно, все ссылки на его соцсети я оставлю в описании. Плюс к этому мы узнаем о том, как Руслан, живя в Америке, смог стать частью команды Barbarian Зефа Закавели, где он познакомился, тренировался и набирался опыта на протяжении года с топовыми атлетами. Его феноменальной силой и выносливость в купе с мощной формой не оставит никого равнодушным. Более 25 выходов силой за раз, выходы на кольцах и канатах с дополнительным весом плюс 40 кг, широкие параллельные выходы на двух перекладинах, выходы с переднего виса, подконтрольные медленные выходы, выход в стойку на руках с локтей. Вдобавок ко всему, Руслан делает все это настолько чисто и безукоризненно, что это дает право называть его совершенной машиной по производству выходов силой. Кстати, скоро атлет собирается поставить новый рекорд Гиннесса на максимальное количество выходов силой за раз, а также отжиманий за 1 минуту. И вскоре он будет подавать заявку. Также мы поговорим о его уникальных авторских выходах силой, об изобретенных лично Русланом выходах, которые впоследствии были названы Iron Wrist, которые оценили уже многие известные атлеты. В общем, сюжет будет горячим и интересным. Устраивайтесь поудобнее, друзья, приготовьте свое любимое блюдо или напиток. Ну а мы начинаем. Друзья, но прежде чем мы продолжим, хочу напомнить вам о своих несменных британских партнерах бренд MyProtein, с которыми я уже полгода. И у них я только нахожу все новые и новые плюсы. Я сам пользуюсь их продукцией, всегда все на высшем качестве. Сейчас, кстати, у них летняя распродажа на самые популярные продукты. И, конечно же, как всегда, дополнительная скидка от меня в 39% по промокоду STRONG1. Ссылку на сайт и промокод я оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. История Руслана в калистенике началась спонтанно еще в 2010 году. Вот небольшой отрывок со слов Руслана. Мне тогда было 15 лет. Мы с друзьями пошли на школьный стадион, где были турники. Один из них просто наугад сказал: «А давайте сыграем в лесенку». Все смогли выполнить хотя бы одно повторение, кроме одного парня, меня. Чувство смущения, которое я тогда испытывал, было огромным. Это было в самом начале лета. В течение всех 3 месяцев Руслан приходил на турники поздно вечером, чтобы сделать хотя бы одно подтягивание, потому что имел привычку переосмысливать мнение других, как будто бы кто-то мог подумать, как это мальчик не сможет сделать даже хотя бы одного подтягивания. Но вскоре тяжелая работа окупилась, и Руслан сделал это заветное подтягивание, и последующий прогресс не заставил себя ждать. Затем калистеника начнет только набирать обороты и становится популярной, и вот уже первые соревнования по ней пришли в его родной город Николаев в 2012 году. Проходили они в режиме тренировочного фристайла. К тому времени Руслан отточил до хорошего уровня все вариации выходов силой, планши, передний и задний виз, который он выполнил на соревнованиях четко и безукоризненно. И поскольку это был 2012 год, все эти элементы тогда считались продвинутыми. Руслан одержал свою первую победу, хотя друзья все еще не верили в него. Один из них прямо перед полуфиналом так и сказал: «Руслан, полуфинал — это твой максимум». И единственное, чего он тогда хотел сделать, это доказать, что его друг был неправ. Однажды, пролистывая YouTube, Руслан наткнулся на видео с тренировки команды Barbarian Зефа Закавели, одной из первых и самых элитных команд калистеники. Я специально употребил слово «элита», потому что присоединиться к ним было очень трудно. Только самые сильные и увлеченные могли сделать это. С этого момента Руслан стал буквально одержим целью стать официальным спортсменом команды Зефа. Но несмотря ни на что, после завершения всех тестов, изучение английского языка, доказав свою верность команде, Руслана утверждают в качестве официального спортсмена команды. Следующим шагом будет путешествие в Соединенные Штаты, чтобы лично познакомиться с их культурой, где он проводит год и знакомится со всеми легендами,
теми, кто вдохновил миллионы людей по всему миру начать заниматься калистеникой. В том же году Руслан выигрывает американский престижный конкурс по калистенике Puar Park Jam 2015 и 2016 годов. С этого момента, как он сказал мне, он уверовал и понял, что у него есть возможность достичь всего, чего он только может поставить в качестве цели, что чувствует силу приблизиться к чему-то невероятному. И с этого момента для него калистеника превращается в его любимое дело всей жизни. Вернувшись в Украину, на Руслана посыпались приглашения проводить семинары по калистенике в разных странах. США, Сингапур, Израиль, Италия, Польша, Ливан, которые он, кстати, получает до сих пор. Вот отрывок из его интервью. В то время, попервой, я просто не мог в это поверить. Меня, Сингапур, семинар, Италия. После Руслан завоюет еще престижные победы на таких турнирах, как One More Rap World 1 в Италии и другие, после которых он завоевал почетное уважение в мире калистеники. В этом виде спорта я познакомился со многими сильными и известными людьми, говорит Руслан. Некоторые из них стали моими друзьями. Дэн Стипич, Вадим Олейник, Виктор Каменев, Максим Трухановец, Виталий Фищук и многие другие. Я всегда говорю и всегда буду напоминать людям о том, что калистеника, как и спорт в целом, объединяет людей. Возраст, цвет кожи, религия, социальное происхождение – все это не имеет значения, в спорте мы все равны. К сожалению, вскоре Руслану пришлось покинуть Barbarians. Тем не менее, как он говорит, это не меняет того факта, что я всегда уважаю их философию, которую они имеют. Я всегда буду помнить это как один из факторов моего успеха. Теперь поговорим о тренировках Руслана, принципах их построения, которые может для многих показаться необычным, особенно для тех, кто занимается по стандартному билдерскому сплиту. Как он сам мне рассказывал при личном разговоре, как таковой программы он не придерживается, и на данный момент занимается исключительно с весом собственного тела. Хотя немногим ранее у него был небольшой период, где он также тренировался с железом. Но, как он признался, из-за этого он стал набирать лишнюю массу, особенно на ногах. Ему стало тяжелее выполнять выходы силы и другие элементы, из-за чего он перешел обратно на тренировки только с весом собственного тела. Ну плюс иногда дополнительные отягощения на поясе при выходах, отжиманиях и подтягиваниях. Вес атлета порядка 76 кг при росте 176 см. И как вы видите, выглядит сам Руслан достаточно внушительно, обладая при этом низким процентом жира. Хотя и сам Руслан говорит, что объемы мышц для него не главное. На первом же месте у него стоит уровень тренированности, силы и выносливости и достижение высоких результатов в элементах и упражнениях. Кстати, касаемо нового рекорда Гиннесса в выходах, о котором я говорил в начале. В общем, увидев его результат в выходах на 25 повторов видео, я спросил Руслана, а не хочет ли он поставить новый рекорд Гиннесса на максимальное количество выходов силой за раз. На что он мне ответил, что вскоре будет подавать заявку и пытаться превзойти рекорд Максима Трухановца в 27 выходов силой, а также еще в количестве отжиманий за минуту. Что ж, давайте пожелаем атлету удачи. Я думаю, у него есть все шансы на успех в этом. И даже несмотря на то, что он не придерживается определенной программы тренировок, он все же старается придерживаться метода циклирования и периодизации, руководствуясь процентным содержанием нагрузок на неделе, а также делить дни тренировок на верх и низ тела. Тренируется Руслан в среднем 4-6 раз в неделю по 1,5-3 часа. Примерно следующим образом. В понедельник он тренит верх тела с нагрузкой 50% от своего максимума. Во вторник тренировка похожая, но уже где-то 60% от максимума. Плюс он может добавить дополнительные отягощения. Среда — это отдых, либо же легкое кардио или легкая тренировка ног. В четверг уже тренировка с 80% от своего максимума почти до отказа. Пятница снова отдых, либо легкая тренировка пресса или ног. И в субботу тренировка на 100% от своего максимума в полный отказ. Как мы видим, это 2 легкие и 2 тяжелые тренировки. Это такая недельная микропериодизация. Отдельно стоит упомянуть необычный стиль выходов силой, который Саибов изобрел лично. От выполнения которых у меня лично захватывает дух. Если вкратце, то их суть в том, что вы не проворачиваете кисти, как при обычных выходах, а на середине движения, подтягивания вверх, сразу резко выводите себя плечами вверх и дожимаете уже затем трицепсом без проворота кистей.
И уникальность их в том, что такой стиль выполнения дает вам силу еще на несколько повторений по сравнению с обычными. И если вы хотите узнать про них более подробно, ссылку на видео я оставлю в описании. Касаемо же питания Руслана, тут в принципе все стандартно. Последние полгода он старается питаться чисто, но в то же время вкусно и разнообразно. Единственное, следит за тем, чтобы каждый день употреблять 3000 килокалорий в день плюс-минус 100, из которых 160 грамм белка, 80 грамм жиров и порядка 400 грамм углеводов. И как он признается, этого хватает, чтобы поддерживать его массу в одной паре. Вот еще пара слов из рассказа Руслана. Целенаправленного масса набора-то и не было. И до последних полгода за питанием я вообще никогда не следил и ел все подряд и побольше. И можно сказать, что это и был мой масса-набор. Касаемо же сушки, я делал ее всего один раз. И задумался о ней только тогда, когда понял, что набираю уже лишний жир. И что мой вес перевалил порог 80 килограмм. Из-за чего также стало тяжелее выполнять элементы. И вот тогда-то я и урезал калорийность, создал дефицит и скинул 7 килограмм за пару месяцев. И с тех пор я поддерживаю телосложение на этом уровне. Сейчас Руслан живет в Польше, занимается любимым делом в качестве тренера по калистенике. Ведет онлайн-консультации и активно развивает свой инстаграм и ютуб, ссылки на которые я, кстати, оставлю в описании. Много путешествует, никогда не унывает и постоянно прогрессирует. Знаете, когда я разговаривал с ним, то чувствовал его мощную энергетику. И это даже несмотря на то, что нас разделяло 1000 километров. Он очень позитивный и жизнерадостный человек. И во всем всегда только ищет плюсы. И это очень сильно притягивает. Я рад, что смог осуществить свою мечту и превратить свое увлечение в любимое дело всей своей жизни, говорит Руслан. Мне нравится обучать, помогать, нести пользу людям. Я кайфую, и это заряжает меня энергией и мотивацией каждый день все сильнее. Я благодарен судьбе заниматься тем, что я действительно хочу и умею. Его история успеха действительно очень мотивирует и показывает нам, что не столь важно, что вы обычный парень из маленького города, и у которого ничего нет изначально. А важно ведь найти свое любимое дело и следовать ему терпеливо, несмотря ни на что до конца, не поддаваясь на негативные мнения других людей по типу «Да тебе не дано это» или «У тебя не получится, брось это и найди нормальную работу». И Руслан Саибов показывает нам своим примером, что все осуществимо. Если мы пойдем до конца с огнем в сердце, в том деле, которое действительно тащит нас каждую секунду. А на этом все, ребята. Ссылки на соцсети Руслана я прикрепил в описании под этим видео. Но если видео понравилось вам, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Вам не сложно, а для нас это огромная поддержка. Сюжет же для вас подготовил Алекс Митчелл, канал Strong Silence. Скоро увидимся!